Доброго времени суток! С вами Good Natured. За 7 лет существования канала на нем было рассказано о многих известных вселенных. Fallout, Ведьмак, Древние свитки, Mass Effect, Dragon Age и многие другие. Но есть одна, незаслуженно обделенная вниманием. Вселенная, основанная на книге отечественного писателя и популярна не только у нас, но и во всем мире. Метро 2033. В этом видео, которое было создано совместно с автором книги «Спящий страж», являющейся частью расширенной вселенной Метро 2033, будет вкратце рассказано об основных вехах, на которые опирается мир постапокалиптической России недалекого будущего. Если вам понравится, в дальнейшем будут затронуты более интересные и менее облюбованные темы этой вселенной. Вы готовы? Тогда приступаем. Выжившие называют последний день человечества по-разному. Катастрофа, великая скорбь или просто война. Час Х пробил 6 июля 2013 года, но кто нанес первый удар, неизвестно. Причем это официальный канон, не допускающий вольностей и трактовок. Мы можем лишь предполагать, что именно стало началом конца. Наиболее вероятный вариант – конфликт на Ближнем Востоке, а именно столкновение Ирана и Израиля, двух самых непримиримых врагов на планете. Израиль поддержали союзники со стороны НАТО, а против них выступили давние партнеры – Россия и Китай. И, как говорится, все завертелось. Но что случилось на самом деле – загадка, на которую уже не найти ответ, да и искать особо некому. За пару дней большая часть цивилизации сгорела в атомном огне. У выживших же появились совсем другие заботы. В отличие от Fallout, которым отчасти вдохновлялся Глуховский, ракеты несли не только ядерные заряды, но и химические, бактериологические и электромагнитные. Многие из них были сбиты с помощью ПВО, поэтому крупные города и столицы не превратились в радиоактивную пыль. Руины дали уцелевшим все необходимое – оружие, лекарства и еду. Но находиться на поверхности без защитного снаряжения невозможно. Коммуникаций почти не осталось, и горстки людей стали заложниками подземелий, метрополитена, бункеров и бомбоубежищ. А также отдаленных малонаселенных уголков, которые никто не бомбил. Связь между городами практически отсутствует, и лишь самые отважные и хорошо вооруженные группы могут путешествовать между последними очагами цивилизации. Война не только уничтожила привычный социум, но и сильно изменила климат планеты. Барханы-сараны заросли джунглями, Западная Европа покрылась вечным льдом. Многие прибережные города затопило из-за изменения уровня Мирового океана. Спустя 20 лет на Земле осталось несколько десятков миллионов человек. Все они разбиты на общины, фракции и племена, пытающиеся сохранить хоть какое-то подобие порядка в новом мире хаоса и смерти. Подавляющее большинство спаслось в метро, на безопасной глубине под защитой громадных гермозатворов. Но как им удалось протянуть столько лет в подобных условиях? Давайте сразу договоримся. Жить в метро после апокалипсиса невозможно. От слова «совсем». Ну, может, день-два, ну максимум неделю, но никак не 20 лет. Резервные генераторы выйдут из строя, насосы заглохнут и станции попросту затопят. Фильтры, даже самые надежные, не спасут от бактерий и вирусов. Еды не хватит на всех, как и запасов витаминов и лекарств. Это то самое фантастическое допущение. В «Звездных войнах» свет можно согнуть в дугу, в «Вархаммере» летать через варп, а во вселенной Глуховского жить в подземке. Ну и мутанты за столь малый срок не появятся. Максимум, что ждет облучившихся, это раковые опухоли и медленная мучительная смерть, а вовсе не превращение в новые формы жизни. Те же, кто надышался химией и прочей отравой, умрут на месте, и никаких вам третьих рук и суперспособностей. Но давайте оставим реализм реальности и погрузимся в выдуманный мир. Несмотря на чрезвычайно суровые условия, люди неплохо обустроили свой быт. Например, научились выращивать не только грибы, которым не нужен свет, но и овощи и даже злаки, как на грядках, так и в гидропонных фермах. Из мяса предпочитают свиней. Хрюши всеядны и богаты калорийным салом, столь необходимым в полуголодной подземке. Не брезгуют и разведением кур, хоть и сложнее прокормить, но от яишенки на завтрак мало кто откажется.
Впрочем, шашлыки из метрокрыс тоже никуда не исчезли и отлично заходят под самогон. Умельцы из мусора и палок точат кустарные стволы, типичные образцы неубиваемой смекалки и орочей инженерии. На станции вроде Полиса и Кузнецкого моста куют более технологичное оружие и броню. Торговые караваны на дрезинах непрерывно бороздят между рынками, а валютой стали крышки от Путинки. Шучу, патроны калибра 5,45. Их используют и как деньги, и как боеприпасы против опасных тварей, коими кишат технические тоннели и темные перегоны. Точнее, так было вплоть до 2035-го, но это уже совсем другая история. По классике жанра, патронами гораздо чаще отстреливают себе подобных, ибо война никогда не меняется. Для того, чтобы описать все фракции из расширенной вселенной, не хватит и часа, поэтому ограничимся только оригинальной трилогией. Как и в случае с выживанием в метро, появление подобных группировок после катаклизма крайне маловероятно, хотя бы потому, что сообща выживать гораздо проще, но враждующие общины – один из незыблемых канонов постапокалипсиса. Хочешь не хочешь, а кого-нибудь стравить надо, иначе не так интересно. Так кто же разделил между собой московскую подземку? Красная линия – это дом для тех, кто следует идеям коммунизма и в ком живо советское прошлое. Развитая и хорошо вооруженная община с пропагандой, политруками, расстрелами, тяжелой промышленностью и даже танкостроением, в силу определенных взглядов автора выставлена не в самом лучшем свете. Арабатская конфедерация – объединение жителей республик Кавказа и Средней Азии. Поначалу мощный и успешно развивающийся конгломерат станций, но быстро скатившийся в нищету из-за войн с соседями и секты чревопоклонников. Ганза – самая большая и развитая фракция с четко выраженной аллюзией на западные страны. По сути и структуре это корпорация, живущая за счет пошлиной торговли. Ее тоннели – одни из самых безопасных, но за проход по ним придется немало заплатить. Четвертый рейх. Думаю, объяснение излишне. Нацисты, считающие унтерменшами всех, кроме себя. Те, кто не соответствует идеалам арийской расы, расстреливаются либо становятся рабами в концлагерях. Известный противник красной и арабатских, но не прочь поторговать с Ганзой и другими нейтралами. Производит оружие, в том числе танки. Бандиты. Куда же без них? 9 станций, 9 группировок. Часть совсем отмороженная, часть вполне мирно сосуществует с соседями. Совсем уж маргиналами и беспредельщиками вроде рейдеров не являются. У них есть некая организованная власть, сходняк в более демократичных и пахан в авторитарных бандах. И свод правил, они же понятия. За 20 лет их не вырезали под корень, хотя для многих общин эти гопники как бельмо на глазу, что намекает не только на военную мощь ОПГ, но и выгодные закулисные договоры. И, наконец, Полис – обитель знаний, довоенных технологий и культурного наследия погибшего мира. Этакое братство стали, только мирное и дипломатичное, сообщество ученых и торговцев, посредников в переговорах и последняя надежда цивилизации на возрождение. Можно легко заметить, что все это одна большая аллюзия на современную Москву, где нашлось место прототипам всех описанных сообществ. Люди в метро то и дело воюют по самым разным причинам, чаще всего идеологическим. Таким утрированным образом автор хотел показать, что в нашем социуме нет единства. Он расколот по этническим, идеологическим, религиозным и прочим причинам и удерживается от столкновений лишь государством. Но что будет, если оно исчезнет? Вопрос спорный, у каждого свое мнение. Одно из них как раз изложено в романе, но, как ни странно, постоянные стычки и угроза полномасштабной войны далеко не самая страшная угроза. Самые таинственные и опасные существа в московском метро. Мутанты, выведенные в секретном бункере Д-6 еще до начала войны. Суперсолдаты, телепаты, оружие победы. Само их приближение вызывало у людей непреодолимый ужас. После пережитого несчастные сходили с ума и погибали, но в отличие от остальных тварей подземки, черные не хотели вредить людям. Наоборот, всеми силами искали контакта, чтобы научить выживать в новых условиях, ведь эти мутанты невосприимчивы к радиации и прочей заразе.
Но контакт был заведомо невозможен по причине тех самых панических атак, из-за которых благородные спасители быстро превратились в злейшего врага. Черные раз за разом посылали своих в метро в надежде начать переговоры, но каждый раз натыкались на посты дозорных в тоннелях. Бойцы открывали огонь, едва заметив высоких уродливых существ, внешность которых, мягко говоря, не очень располагала к общению. Мутант значит враг, и говорить тут не о чем. Черные, защищаясь, насылали на противников видения, из-за которых люди убивали друг друга, или вселяли дикий страх, впоследствии приводивший к смерти. Невольная самозащита превратила черных в кровожадных и крайне опасных тварей, а для таких есть лишь один ответ – огонь на поражение. Не помог даже Артем, которого в детстве выбрали связующим звеном между людьми и мутантами. Именно он запустил ракеты по ботаническому саду, где и находилось логово мутантов. Так, из-за непонимания и невозможности найти общий язык, человечество, возможно, потеряло последний ключ к спасению. Но не одними только войнами и мутантами славится постядерная Москва. В ней есть место и мистики, которая, впрочем, имеет околонаучное обоснование. По словам Хана, ядерные удары прорвали оболочку информационного мира, некоего аналога ноосферы, куда попадают души умерших. В прорехи и устремились нематериальные сущности, и если твари пожирают плоть и кровь, то эти аномалии влияют на разум. Самая известная аномалия – это голос труп. Если прислушаться к протянутым вдоль тоннелям коммуникациям, можно услышать голоса мертвых. Сперва они тихие, едва различимые, но если вовремя не отойти, можно получить мощный псионический удар. Слабые духом начинают видеть галлюцинации, теряют сознание или даже сходят с ума, но известно, что на главного героя трилогии голоса труп не действуют. Здесь, пожалуй, стоит привести несколько интересных примеров из расширенной вселенной Метро 2033, которая является каноном и расширяет московскую подземку. Неподалеку от станции Беговая порой встречается дикая охота, отряд призрачных всадников, названных так в честь одноименного мифа германских и британских народов. Скорее всего, это души жокеев, ведь вблизи от станции находятся руины ипподрома. На пути от Перова к шоссе энтузиастов путников может настичь дыхание дракона – огненный щит, ползущий вдоль тоннеля. Ничем хорошим прикосновение пламени не кончится, но его легко заметить по дрожанию рельс и громкому стуку, как от колес поезда. А чтобы спастись, достаточно спрятаться в техническом коридоре или глубокой нише. Если же продолжить путь от шоссе энтузиастов к авиамоторной, есть шанс услышать пение сирен – еще одну ментальную и крайне опасную аномалию. Уйдя на зов, неопытный путник пропадет навсегда, но в группе воздействие не так страшно. Но самое главное – не заглядывайтесь на кремлевские звезды. Хоть они уже и не так опасны, но в мире метро осторожность никогда не будет излишней. На этом вводный ролик завершен. Хотите больше интересностей из расширенной вселенной, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Отдельную благодарность хотел бы выразить тем, кто поддерживает нас на Patreon и через Donation Alerts. Их имена и ники вы видите перед собой. Также не забывайте про Twitch и группу в ВК. А на этом все. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.